Всем привет! На днях вышла новая версия Proxmox виртуального окружения. И актуальная версия у нас теперь 9. Поскольку это Major релиз, то нас ожидают большие изменения, а не просто правка каких-то ошибок, либо небольшие нововведения. Давайте посмотрим, какие новые функции и возможности нам предоставляет новая версия. А затем я вам покажу, как обновиться с версии Proxmox 8 на новую 9 версию. Новая версия включает в себя очень много изменений. Как видите, список довольно-таки большой. Но мы не будем рассматривать полностью все пункты, это займет много времени. Мы затронем только highlights и еще несколько пунктов, которые, на мой взгляд, очень интересные. Первое изменение. Proxmox 9 версии работает на самом последнем Debian Trixie. И, соответственно, мы получаем новое ядро 6.14. Вы можете сделать плавный переход с версии 8.4 на 9 версию, это мы потом так и сделаем. Следующий пункт относится к снапшотам. Раньше, если у вас был shared storage на базе LVM с thick provisioning, например, через iSCSI, либо Fiber Channel, то были сложности с созданием снапшотов виртуальных машин. Теперь в Proxmox 9 это решено. Появилась новая система Volume Chain и коротко, как это работает. Когда вы делаете снапшот, система сохраняет текущее состояние диска, а дальше все изменения пишутся в отдельный том. То есть, как бы цепочка. Каждый следующий слой опирается на предыдущий. Причем это работает не только для LVM, поддержка появилась и для Directory, NFS и CIFS хранилищ. И в общем это означает, что неважно какое у вас оборудование, теперь вы можете использовать снапшоты даже на Shared Storage. Следующая функция очень полезная для тех, кто использует Proxmox в кластере. А именно у нас появились Affinity правила для High Availability. Что это значит? Например, у вас есть приложение и база данных к нему. И чтобы приложение имело быстрый доступ к базе данных, желательно, чтобы эти два компонента, виртуальные машины либо контейнеры, находились на одной ноде. С помощью правил мы можем это указать. Либо другой пример. Если ваше приложение состоит из многих компонентов, которые работают в кластере, то вам в этом случае нужно распределить эти компоненты на разных нодах Proxmox. Это также можно реализовать с помощью правил. Таким образом, у нас появляется контроль над виртуальными машинами и контейнерами, где и как они будут запускаться. Следующее крутое нововведение – это Fabrics в SDN – Software Defined Network. Если коротко, теперь можно создавать маршрутизируемые сети между нодами кластера, которые работают надежно, с несколькими путями и автоматическим переключением при сбоях. То есть, если у вас выходит из строя одна сетевая карта, все продолжает работать через другую. И у нас есть поддержка протокола OpenFabric и OSPF. Эта функция очень классная, особенно если вы хотите использовать Ceph Storage внутри Proxmox кластера. Теперь это все настраивается прямо из интерфейса Proxmox, и нам не нужны никакие сторонние внешние компоненты. И для тех, кто использовал мобильные устройства для управления Proxmox, хорошая новость. У вас новый интерфейс с новыми функциями. ZFS обновлена до версии 2.3.3. Раньше, если вы использовали ZFS в конфигурации RAID-C и вам нужно было добавить новые диски в пул, приходилось делать это фактически с нуля. Пересоздавать пул, перемещать данные, делать бэкап, терять время и рисковать простоями. Это была одна из самых больших проблем RAID-Z. Теперь, начиная с версии ZFS 2.3.3, появилась возможность добавлять новые устройства к существующим RAID-Z пулам, без полной остановки работы и без пересоздания пула. Это, конечно, огромный шаг вперед. Появилась функция добавления устройств на горячую к LXT контейнера. То есть нам не нужно теперь выключать контейнер, чтобы к нему добавить какое-то устройство, какой-то девайс. Но мы не можем этот девайс, либо уже подключенные девайсы, изменять, либо удалять. Для этого нам все же придется останавливать наш контейнер. Теперь при создании контейнеров через API либо CLI контейнеры будут создаваться в Unprivileged моде. Раньше это было по умолчанию только для создания контейнеров через графический интерфейс. У нас также добавились метрики для мониторинга, что упрощает анализ использования ресурсов системы. Также добавились метрики в виртуальные машины и в контейнеры. Все новые функции и возможности Proxmox 9 можно посмотреть в документации, а мы давайте все же перейдем к самому интересному и сделаем апгрейд Proxmox сервера с версии 8 на 9. Вот мой Proxmox тестовый,
версия 8.2.2. Это также не самое последнее обновление, поэтому у нас здесь все возможные варианты будут. Открываем руководство по обновлению, спускаемся ниже, и у нас несколько вариантов, что мы можем сделать. Первый — это сделать новую установку и потом просто восстановить все параметры, все настройки предыдущего Proxmox. Это неудобно, занимает много времени. Идем дальше. Мы будем делать in-place upgrade. Нам в первую очередь нужно обновиться до последней версии Proxmox 8.4. И если у вас кластер, нужно сделать это обновление на всех нодах. Это мы сейчас и сделаем. Переходим в Proxmox. Перед тем, как вы будете обновлять вашу систему, лучше всего либо выключить ваши виртуальные машины, либо, если у вас Proxmox кластер, то стоит перенести ваши контейнеры и виртуальные машины на другой нод. И так постепенно обновлять каждый нод. Заходим в апдейты, заходим в репозиторий, проверяем, правильно у нас репозитории стоят, либо нет. Итак, мы видим, что у меня сейчас включены Enterprise версии, они не будут работать. Нажимаем «Выключить» на Proxmox репозиторий и также включаем Ceph. Теперь добавляем наши обычные земные репозитории. Нажимаем Add. Выбираем No Subscription. И теперь заходим в апдейты. Нажимаем Refresh. Идет обновление репозиториев. Готово. Теперь нам показываются наши 126 обновлений. Нажимаем Upgrade. Обновление готово. Если у вас установлен Ceph в качестве Shared Storage, то вам перед обновлением самого Proxmox нужно обновить Ceph до версии 19.2 Squid. Возвращаемся снова в Proxmox, заходим в репозиторий и добавляем репозиторий для Ceph. В списке выбираем Ceph Squid No Subscription и заново обновляем наш Proxmox. Готово. Снова переходим в Update, нажимаем Refresh. Вот наши обновления появились и нажимаем Upgrade снова. Мы перезагрузились, у нас версия 8.4.10, минимальная версия 8.4.1 для обновления. Если вы используете Proxmox Backup Server, его также нужно обновить до версии 4. Эта версия вышла на день позже, чем версия Proxmox 9. Обновление Proxmox Backup сервера я покажу на следующем видео. Также рекомендуется иметь физический доступ к вашему серверу через просто подключенные мониторы, клавиатуру, либо через IPMI. Также, если вы будете использовать, как я, SSH, то нам лучше всего использовать Tmux либо Screen, для того, чтобы у нас процесс обновления не прервался в случае, если у нас оборвется подключение по SSH. Я буду показывать на примере Tmux. Далее, если вы используете кластер, все ноды должны быть healthy, то есть зелененькие, должны работать хорошо. Всегда рекомендуется протестировать бэкапы ваших виртуальных машин и контейнеров. Где-нибудь можно запустить на тестовой машинке, либо на другом кластере. Это уже смотри, как у вас настроено окружение. Далее, для обновления нам необходимо минимум 5 ГБ свободного пространства на root разделе. В идеале больше 10 гигабайт. Давайте сейчас проверим, сколько у нас места есть. Пишем df-h, раздел root, общий 14 гигабайт и свободно 6,1 гигабайт. Для апгрейда будет вполне достаточно. Все, мы можем приступать к обновлению. Нам не стоит использовать терминал, который у нас в графическом интерфейсе, так как наше подключение к Proxmox во время обновления будет прервано. Поэтому нам стоит иметь либо физическое подключение к Proxmox, или использовать SSH. Думаю, второй вариант будет намного проще. Чтобы избежать проблемы в случае, если наше подключение по SSH оборвется, и чтобы процесс обновления самого Proxmox продолжал работать, нам нужно использовать Tmux либо Screen. Устанавливаем Tmux. И теперь делаем новую сессию для Tmux. Tmux New. -s, и название нашей сессии будет Upgrade. Upgrade 9. Вот мы находимся в Tmux сейчас. И чтобы понять, как он работает, чтобы вам было проще понять, мы подключимся еще в одном терминале к серверу. Сейчас посмотрим наши сессии. Tmux ls. У нас Upgrade 9, наша сессия. И допустим, если у нас оборвалось подключение по SSH, пишем Tmux attach -t и название нашей сессии Upgrade 9.
Вот мы находимся в нашей сессии, так же, как и здесь. Думаю, это понятно. В первую очередь нам стоит запустить скрипт, который проверяет возможность обновления с версии 8 до версии 9. PV 8 to 9. Идет проверка всех параметров. Поскольку это виртуальная машина, у нас будет отображаться MD64 микрокод. Ничего страшного, это можно проигнорировать, в моем случае сейчас. Далее нам стоит запустить полную проверку совместимости. Минус full. Идет, в принципе, такая же проверка. Все то же самое. Идем дальше. Делаем миграцию виртуальных машин и контейнеров, либо их выключаем. Обновляем репозиторий. Это мы только что сделали. apt update. Делаем apt dist upgrade. И посмотрим нашу версию. PV version. Как мы видели в графическом интерфейсе, у нас версия 8.4.10. И работает ядро 6.8.12. Отлично, все нам подходит. Также, если вы используете Ceph, у вас должна быть версия 19 Squid. Проверить можно с помощью Ceph --version. Нам теперь нужно обновить репозитории самого Debian. Делается все очень просто. С помощью команды sed мы просто заменяем репозитории в source list. Давайте посмотрим, что у нас сейчас находится в этом листе. Как видите, сейчас установлены репозитории для Debian Bookworm. Когда мы сделаем эту команду, у нас будут репозитории подкорректированы для Trixie. Так, проверяем снова. И видите, у нас вместо Bookworm стоит Trixie. То же самое делаем и с другими репозиториями. Далее нам стоит добавить репозитории для пакетов Proxmox 9 версии. Здесь у нас указывается, как добавить репозитории для Enterprise. У нас этого нет, поэтому мы добавляем для No Subscription пакеты. Так, копируем, сюда вставляем. Готово. То же самое делаем для Ceph. И теперь мы с помощью apt update проверим, правильно ли мы указали все наши репозитории. Отлично, у нас 580 пакетов, которые нужно обновить. Теперь делаем команду apt dist upgrade. Подтверждаем. Все, процесс обновления Proxmox 8 версии на 9 запустился. Смотрим все обновления, пролистываем данный текст и выходим. Далее выбираем раскладку клавиатуры. Файл конфигурации для issue мы оставляем по умолчанию. Нажимаем N, либо просто Enter. Хотим ли мы делать автоматический restart сервисом, которые будут обновляться? Да, пускай процесс обновления делает это за нас. Хотим ли мы обновить конфигурацию для LVM? Если вы не делали никаких изменений в вашей конфигурации LVM, то рекомендуется установить новую версию. Все, процесс обновления завершен. Возвращаемся в браузер. Обновляем страницу. И у нас версия 9.04. В любом случае, нам нужно сейчас еще перезагрузиться. Наша система загрузилась, значит, мы сделали все правильно. Сейчас у нас будут отображаться все наши ресурсы. И теперь мы можем использовать, наслаждаться новыми функциями Proxmox 9 версии. На этом все. Приятного использования Proxmox 9. Спасибо за просмотр. До новых видео. Всем пока.